А они что сделали? Они прокатили по площади, по своей, стратегические ракеты для подлодок. Уж коль в страшном каком-нибудь сценарии там придет в голову кому-нибудь, придется воевать ядерным оружием с Россией, Китаю достаточно запускать ракеты средней дальности со своей территории, чтобы дотянуться до любых объектов военной инфраструктуры в России. Да, вот это как раз тот случай, который нам подсказывает, что все-таки эти ракеты «Фламинго», они не на Украине делаются. У нас есть какое-то представление о противнике? Да эти дроны уже разобрали по винтикам давным-давно, российские специалисты знают о них все. Всем здравствуйте. Вы снова на канале Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события, и снова мы на прежнем месте. Здравствуйте. Я тоже рад вас всех приветствовать. И, как всегда, благодарим всех, кто помогает нам своими подписками, своими комментариями и на Бусти. Начнем, как обычно, с положения на фронте. Да, Минобороны на этой неделе объявила пункты в ДНР, которые были взяты под контроль. Это Нелеповка, Федоровка и Камышеваха. Вот об этом взяты, как взяты и так далее мы сегодня поговорим более подробно. Но случились некоторые события, которые требуют комментария, несомненного. Что касается собственного фронта, то положение сильно не изменилось на главных участках, главные точки напряжения тоже остались теми же самыми. Но по сообщению источников, очень серьезные силы, части с большой историей фронтовой и элитные части российской армии сняты с Сумского направления, с некоторых других, и сосредоточены, переброшены на Покровско-Мирноградское направление, то самое, которое я в прошлом выпуске обозначил как примерно фронт длиной 150 километров. Среди них и десантно-штурмовые части, и морская пехота. В общем, оба генеральных штаба концентрируют там войска на этом условно Покровско-Мирноградском участке. И в ближайшие 2 недели можно ожидать там самых серьезных событий, каких-то изменений. Почему так произошло? Мы говорили в прошлый раз, что вооруженным силам Украины удалось сосредоточить такое количество войск, что они получили даже преимущество. Я потом пересчитал все это из расчета, что украинские части укомплектованы менее чем на 50%, все равно получается, они действуют в равных положениях. Количество личного состава примерно одинаковое. Это даже если вооруженные силы Украины действуют совсем уже, с истощенными соединениями на фронте. В общем, все это привело к тому, совершенно очевидные преимущества в личном составе, что последние 2 недели вооруженные силы Украины на многих участках фронта, но в первую очередь и по большей части, конечно, на Мирноградско-Покровском, постоянно контратакуют. Создаются такие ситуации, когда каждая сторона заявляет о своих победах. Совсем недавно мы это почувствовали на себе, когда вслед за сообщением вооруженных Министерств обороны России сообщили, что занят населенный пункт Искра на южном фланге Донецкого фронта. Прошло сравнительно немного времени, и уже эта Искра на всех картах оказалась закрашена в серой зоне. Это происходит регулярно, населенные пункты туда-сюда ходят, но проблема наша оказалась в том, что Министерство обороны-то не рассказывает об этом. О том, что заняли, они сказали, а о том, что они оставили, они ничего не говорят. Уже тогда я задумался о том, как в такой ситуации действовать. В дальнейшем, прямо на этом поле битвы разразилась война, как я про себя так иронически называю, обещаний или война заявлений. Командование российское раздельно все-таки подвело итоги весны и лета. И отдельно была проведена коллегия Министерства обороны России
А отдельно заседание с командующими группировками войск, значит, провел начальник генерального штаба Герасимов. То есть у Генштаба было свое заседание. Все его там слушали доклад. И вот во время своей речи оба, значит, выступающих, и Белоусов на своем совещании, и начальник генерального штаба, в том числе и рассказывали о реализации задач, значит, которые были поставлены Верховным главнокомандующим, то есть о занятии в административных границах Донецкой области. Но более подробно говорил начальник Генштаба, и он вдруг, в частности, произнес такую фразу, что вот группировка войск «Запад» окружила полностью, практически блокировала Купянск и освободила около половины его территории. Вот так дословно. Около половины его территории. Для всех, кто пишет о фронте, интересуется этой темой и так далее, это был гром среди ясного неба. Потому что за сутки до этого Министерство на своей коллегии министр обороны ничего об этом не сказал. Об этом ничего не говорили дикторы центрального телевидения и ничего не писали, собственно, сами Z-блогеры, у которых, кстати говоря, очень часто, так сказать, много достоверной информации вот прям непосредственно с фронта. Источники. Просто вот среди бойцов источники. А это самое главное. Речь идет, наверное, все-таки о том, что это, например, там район Купянский район Харьковской области. Ну, вот как Москва и Московская область. И Московский регион все вместе. Называют Московский регион. Да, да. Вот что-то такое. То есть, в самой фразе этой освобождено около половины его территории, вот слово «территория», мне тоже чудится здесь такой бюрократический поворот, который позволяет, как бы, знаешь, поиграть в слова, типа того, сделать вид. Но сам, собственно, город, да. Тут проблема в чем, понимаешь, когда армия атакует какой-то населенный пункт небольшой, село, хутор, даже вот там, деревню, всякое может быть. Резкий поворот тактической обстановки, там, неожиданный штурм и так далее, за сутки, в принципе, можно взять. Да. Но город невозможно, не бывает, что вот ничего не было, никто не знал. Ничего. Ну, конечно. И вдруг бах. Вот сколько мы говорим месяцами Покровск, да, Константиновка. Да. Вот именно. Невозможно не упоминать это, потому что там действительно что-то если происходит. бы половина города была занята российскими войсками, все бы об этом, конечно же, говорили, о городских боях, там все, ну, как положено. Ну, вот все. Поэтому и предполагаю, что речь И у нас получилось два источника. Министр обороны через сутки начальник генерального штаба, которые говорят разные вещи. И вот здесь, прямо как в случае вот с этой искрой, для меня это все прямо признаки вот той ситуации совершенно новой, которая сложилась на фронте, новые способы ведения боевых действий, все по-другому. Вот эта серая зона, где люди находятся прям одновременно присутствуют военные и той, и другой стороны, позволяет в этих бюрократических формулировках одной стороне объявлять это место своим, и другой стороне позволяет объявлять это место своим. Потому что не прошло и, по-моему, суток или там 2 суток, как Киев ответил аналогично. Они объявили, что они освободили населенный пункт Экономическое. Если мы с тобой, это на восток от Мирнограда, фактически пригород Мирнограда. Ну, прям городская застройка, все тоже. Если мы посмотрим на карте, здоровый такой, так сказать, населенный пункт. Его тоже невозможно занять за один день. Никто ничего не говорил, вдруг бах, нате вам бриться. Экономическое заняли, без всяких предпосылок. Вот один в один случай с Герасимовым. То же самое. Проходит еще сутки, и они вдруг объявляют, без всяких боев заняли, значит, ну, без предварительных, да, бои были постоянные в этом месте, но вдруг неожиданно они заняли тот самый населенный пункт, где все время грохотали бесконечные, так сказать, встречные бои, удачные. И взятие Экономического, такое неожиданное, и совершенно ошарашившее всех заявление о занятии Купянска, это явление одной природы. Вот это взаимное проникновение. Что дальше? Начались боевые действия прямо внутри Купянска.
Туда стали проникать российские войска, так сказать, отдельные разрозненные группы, демонстрировать себя в разных местах, но только в северных участках. Каким образом нам действовать в такой ситуации? Ведь мы же все-таки сообщаем слушателям нашим о занятых населенных пунктах. Да? Я думаю, надо всегда всем нам иметь в виду, что точно совершенно занятый населенный пункт – это когда обе стороны признали. Одна сторона, что он потерян, другая сторона, что он занят. А стороны не признают, когда что-то потеряно. А если не признают, мы должны иметь хороший такой набор видеоподтверждений. Как минимум осинт-карты, которые показывают, что фронт прошел уже сильно дальше. Женя. И что тот населенный пункт явно не может быть уже потерян. Во-первых. Во-вторых, это да. И в-третьих, сообщение источников с фронта. Да. Это вот прям... Тем не менее, вот надо всегда принимать во внимание. Вообще вот эти вот политические заявления и с украинской стороны тоже о захваченных городах, потом там они как действуют, немножко по-другому. Поскольку Украина все время пятится, они, наоборот, отказываются признавать потерю населенного пункта. Да. И у них зазор вот этот, что когда они признают, да, потеряли, 2-3 недели, иногда месяц. Еще надо сказать, что вот на этой неделе стала окончательно ясна конфигурация боев, судя по всему, на осенне-зимний период, когда облетит листва. Много очень продвижения было под покровом зеленых насаждений, да, и видео очень много и так далее, когда российские войска продвигаются, дроны не видят их сверху, они по лесу идут. Вот. Когда листва облетит, скорее всего, накал боев переместится в города. Потому что сейчас российские войска зашли уже в Покровск, зашли в Мирноград, зашли в Купянск. Что сказать. Вот, и в Северск в ближайшее время могут зайти. То есть у нас... совершенно четко есть набор крупных городских агломераций, в которых можно вести бои в условиях городской застройки. И там никакая линия дронов, на которую, так сказать, вот делали ставку некоторые там украинские военные, да, высокопоставленные, не работает в этих условиях. Там уже преимущество будет иметь тот, у кого лучше разведка, и тот, у кого больше личного состава. И будет прям зимой перестрелки, ближний бой, ближний огневой контакт станут нормой, обыденностью, да, для новостных сообщений. И 2 часа в струях потока бой длился. Резали жестоко, как звери, молча, грудью в грудь. Вот примерно так это все будет выглядеть. Украина долгое время пытается наладить военное производство на своей территории. Мы знаем о планах построить завод Рейнметалла на Украине и строящийся завод Байрактаров под Киевом. И вот на днях этот завод был подвергнут ударам. Да, он просто разрушен. Фактически, если верить в видео, там буквально в смысле слова разрушен. Странный поступок со стороны турецкого бизнеса. Сколько раз уж мы говорили о том, что крайне рискованные капиталовложения в крупные заводы и так далее, в условиях постоянных ударов, все проникающие разведки не со спутников, а даже просто с беспилотников, гораздо ниже спутника, они лучше видят все, да, и интерпретировать видео со спутника гораздо проще, чем фотоснимки с космоса. И все-таки, несмотря на это, да, они решились в ближнем пригороде Киева построить завод этих беспилотников. Тем более, что Байрактары, честно говоря, со сцены-то активно сошли. Их там на юге, в районе Черного моря, как разведчики более-менее применяют, так по большому счету это не самый востребованный вид оружия, который сейчас есть. Но тем не менее. Во что выродились все вот эти вот начинания немцев?
которые говорили, что мы построим, так далее. Оказалось, что это сервисные предприятия на территории Украины, которые технику ремонтируют, там стволы меняют. Так с самого начала и предполагалось. Да, а они предполагают мобильные мощности. Я же говорю, что тебе нужен портальный кран на там, 5-7 тонн, чтобы вынуть двигатель, предположим, да, или переместить какие-то части бронетехники. Все. И это в условиях Украины, где огромное количество советских времен там, заброшенных промзон, в которых можно найти какие угодно, так сказать, помещения, в принципе, мобильное производство. Это я понимаю, когда все комплектующие поступают из-за границы, а здесь просто, так сказать, вот замена. Построить завод. Я уже говорил, что действительно настоящий большой завод, в Соединенных Штатах, например, там, или в Европе, вот, в Чехии, можно посмотреть, где делаются эти стволы, или где делаются стволы для самоходных артиллерийских установок «Цезарь» во Франции. Да. Огромный завод. Такого строить на Украине категорически нельзя, просто запрещается. Это любой человек понимает, что просто потеряет все. Да, вот это как раз тот случай, который нам подсказывает, что все-таки эти ракеты «Фламинго», они не на Украине делаются. Это какие-то другие заводы, все сюда собирают и здесь свинчивают. В частности, вот поступила новость сейчас, что на эти вот ракеты «Фламинго» топливо, твердое топливо, производить-то будут в Дании. То есть даже топливо в Дании делают. Ну, тут все уже. Это прям вот четко свидетельствует о том, что это проект зарубежный, не украинский. Давно мы не вспоминали о частных военных компаниях. Повод появился. The Telegraph сообщает, что Трамп рассматривает возможность отправки на Украину в случае перемирия, да, и отправки какого-то миротворческого контингента, отправки туда американских частных военных компаний. Да, тут, конечно, требуется пояснение. Видишь, в чем дело? Такую громкую славу само это выражение частной военной компании получило в России из-за мятежа Пригожина, что у всех в голове... Почему мятежа Пригожина? Вообще из-за деятельности Вагнера. Пригожин стал легендарной фигурой прямо во время своей жизни, а не после мятежа. Ну, сам мятеж поднял это... Нет, все его голосовухи слушали, это... Он был уже легендарной фигурой. Не буду спорить. Ну, как бы мятеж – это прям его пик, его деятельности. Да. Вот в связи со всем этим само выражение частная военная компания у всех закрепилась вот эта вооруженная сила, но не государственная, которая имеет на вооружении танки, бронетранспортеры, средства противовоздушной обороны и черта лысого, чего они только у себя не имеют, знаешь, на вооружении, прямо корпус вооруженный. Ну, не государственная часть. И вот это как-то закрепилось. На самом деле все частные военные компании, какие там не попадались в прессе, они действовали и действуют до сих пор вне правового поля. Не было, хотя разговоры шли об этом, что вот надо бы принять такой закон. Закон даже не рассматривался о частных военных компаниях. У них нет ни статуса, ни права вообще, так сказать, оружие это в руках держать. Ничего нету. Они, пригожинское вот это вот формирование, вооруженные силы частные, да, они идеально подошли для привлечения заключенных. Когда надо было заключенным в таком странном юридическом статусе, условно там, помилованный, да, как это абсорбировать, направить на фронт. Вот для этого он прям очень хорошо подошел, и никто ничего не спрашивал. А в Соединенных Штатах, ну и вообще в странах Европы, частные военные компании имеют очень давнюю историю. Это не вот 3-4 года назад появилось, там 5 лет назад. А бог знает когда, еще в 60-е годы. По ним выпущены соответствующие законы. Там расписано, что они могут, что они не могут. У них основа деятельности страховое покрытие на самом деле. То есть риск рассчитывается и при работе их, да, и в соответствии с этим риском и определяется стоимость их услуг.
Вот, для чего их применяли всегда, всю жизнь? Охрана трубопроводов, охрана каких-то приисков, нефтяных там приисков, там, алмазных копий всевозможных там, в слаборазвитых странах, где само государство слабое настолько, что не в состоянии просто охранять свои собственные предприятия, да, предположим. И международные компании нанимают, частные военные компании, международные организации, например, Организация Объединенных Наций, когда нанимают их для послевоенного разминирования в странах, которые настолько слабые и бедные, что не могут себе позволить, так сказать, вот это разминирование своими силами провести. А разминирование очень дорогая вещь. Отсюда и главное свойство американских, вообще всех, но в первую очередь американских частных военных компаний. Чрезвычайно дороговизна их услуг. Да, это очень дорогая вещь. И второе свойство их из-за того, что страховые компании никогда не станут покрывать большой риск, большие потери, большое количество раненых, там, убитых, да, они не применяются в настоящих боевых действиях. Эпизодически, когда случайно что-то вспыхивает, они могут принимать участие. При охране, да, предположим. Их поэтому и привязывают на договорах к каким-то нефтепроводам, еще там, где есть живой кэш, деньги, откуда можно брать средства на их оплату. Никакого опыта настоящих боевых действий, таких вот, как вот на Украине, да, у них нет. И они не могут выполнять настоящие функции сдерживания, как пишет, по крайней мере, западная пресса сейчас. Да? Могут ли они быть миротворцами? Могут. Но вступать в бой-то они не могут. А если вдруг случайность, там командир полка напился, здесь командир батальона напился, и началась схватка между ними. Надо же разводить их в разные стороны. Тут, в общем, все очень юридически много препятствий. Я думаю, что максимум, на что они могут сгодиться, вот такие настоящие частные военные компании, это, конечно, обучение каким-то военным специальностям, да, и охрана стратегических объектов, которые помогают высвободить войска для украинцев. В принципе, вот в этом комплексе мер, который планируют, там, обсуждают по-всякому европейцы, предполагается создание отряда военных кораблей под командованием Турции, которые будут обеспечивать свободу судоходства в Черном море, да, как будто вот без этого там по-другому не получится. Создание буферной зоны 40 километров, о чем мы сколько раз говорили в наших выпусках, да, теперь вот эта идея всплыла в Европе. Создание буферной зоны с разведением сторон. Ввод контингента войск там, западноевропейских, потому что американцы сразу отказались, от 4 до 60 тысяч. 4 тысячи, сразу скажу, это наблюдатели. 60 тысяч с участием Китая, еще если, как предполагается, он Китай тоже пока открестился на первых порах от этой идеи. 60 тысяч – это уже миротворцы. Вот. Тут вот какая главная у меня мысль-то. Ты понимаешь, вот только что мы говорили об инфильтрации, о том, что войска Украины и России проходят сквозь порядки боевые друг друга стараются не видеть или там прятаться, да, потом неожиданная вспышка боевых действий, что вот там, где разреженная линия фронта, все чаще и чаще мы это видим. А если войска освоили эту тактику, российские, украинские, если они умеют так поступать, то что будут делать миротворцы, если сквозь них просочится целая бригада ВСУ или российской армии? Просто просочиться, они, эти миротворцы, даже не увидят этого. Еще один дополнительный такой штрих к этой проблеме. Да? Раньше такого, конечно, и представить себе было невозможно, но вот она реальность, военная реальность. И я не представляю, как это будет. Ну так вот, а задача защита нефтеперерабатывающих заводов в глубине России. Какие методы для этого, помимо тех самых частных охранных предприятий? Ну, охрана предприятий, конечно, никогда в жизни таких функций борьбы с дронами противника, с самолетами еще не имела. Да. Это все надо выстраивать, да.
Ну, собственно говоря, на Украине тоже не имел. Важно что вот, сама бюрократия, которая предполагает, что она должна решить этот вопрос, ну, чиновничество, да, находится в сложном очень положении. Они боятся доверить оружие кому-либо. Они не могут отозвать войска с фронта для защиты. Там не хватает войск, собственно говоря. Значит, ты не можешь их взять и разбросать по огромному количеству объектов, которые надо защищать еще внутри страны. Значит, надо все-таки эту охрану переучивать, все заново делать. И кто будет это делать? Вот мое личное глубочайшее убеждение, я вот 100% всегда убежден в том, что этот процесс должен возглавить гражданский чиновник. Именно хороший, классный менеджер по бизнесу. Из какого-то ведомства? Я не знаю, из правительства и так далее. Но это не военный. Должно отвечать за такое. Но это не генерал. У такого человека... Какое-то министерство региональное или что? У такого человека могут быть помощники из военных и специалистов по противовоздушной обороне, генералы и так далее. У нас есть пример, как это было организовано и работает. Это Москва и Московская область, тот самый Московский регион. Здесь действительно удалось создать такую систему, через которую украинские дроны почти не пролетают. Почти не пролетает. Но это в ней, в организации этой обороны, очень большую роль сыграло правительство Московской области. Ой, Московской области и Москвы и Московской области, да. Ну, да. Если все это распределить не распределить, этот опыт масштабировать, попытаться масштабировать на всю Россию, то, конечно, это необходимо делать в содружестве с губернаторами на местах, с местной властью. Понятно, что должны принимать участие специалисты из ПВО. Но сама организация, как все это собрать воедино, логистические проблемы решить, кто где будет жить, за что отвечать, юридические проблемы. Ну а кто это? Это не знаю, Минпромторг или что? Нет. Это должен быть чиновник по особым поручениям с особыми полномочиями. Под него надо прямо вот издать закон или что-то такое сделать. Потому что военный, я не верю. ПВО-царь. Да, ПВО-министр. Просто у американцев же они называют такие должности царь, типа как царь. Да. Вот. Этот человек вот с такими особыми полномочиями, который за конкретное направление так вот отвечает. Вот там в Америке за депортацию. Чел, который вот чисто за депортацию отвечает. Вот. Депортирующий. Ну да, там что-то такое border царь. Типа пограничный царь. Понятно. Ну, в общем, да. Я не верю, что военный сделает, вот генерал, да, какой-то, сделает это эффективнее, чем гражданский чиновник. Потому что тут главная проблема – это организация, выделение приоритетов и так далее. Ну, и постоянное взаимодействие с владельцами этих заводов. Потому что, говорят-то, частные предприятия, какие-то Лукойл, Роснефть и так далее. Это постоянный контакт с бизнесом. Поэтому, конечно, я думаю, что это должен быть именно вот такой ушлый, набивший руку в организацию крупных проектов чиновник, который будет опираться на опыт специалистов ПВО. Значит, конечно же, надо смотреть на то, как это сделано на Украине, как они защищаются. Надо понимать, что это надо делать очень быстро. Вот все есть. Оружие есть. Люди, деньги, чтобы у частного бизнеса, владельцев предприятий, деньги, чтобы нанять. Есть. Потому что сгоревший завод, он во время ремонта убыток терпит. Намного больше, чем заплатить деньги вот этим вот охранникам, которые научатся на полигонах Министерства обороны сбивать эти дроны. Это какое-то фэнтези, если честно. У нас есть какое-то представление о противнике? Да эти дроны уже разобрали по винтикам давным-давно российские специалисты, знают о них все. Мы видим, что это низколетящие, очень медленные цели, крупные, почти не маневрирующие, очень плохо маневрирующие, у которых проблемы со связью и так далее. То есть цели несложные. Да? Разговор идет об организации контроля над тем воздушным пространством вот, в южной европейской части.
Ну, проще говоря, радары должны увидеть эти дроны. Как только их увидели, их уже можно сбивать и там решать, как сбивать. Ну, конечно же, когда будет создана система, которая будет везде постоянно видеть эти украинские беспилотники, которые перелетели через линию фронта, будут решать и вопрос, как их сбивать не на заводах, куда они прилетят, да, а прямо на подлете, где-то в середине пути. Для этого уже нужны вооруженные силы. Да? Ну, это отдельный разговор. Кто будет делать и как. Но вот бюрократия и сложные решения, назревшие, прямо вот очевидно совершенно перед нами сейчас. Ну и одна из важнейших тем последних дней – это военный парад в Пекине. Ну и вообще, в целом, последний месяц о нем много говорили, о том, кто туда приедет. Ну, чисто как бы 9 мая московская. Что там будет. Да. Ну, это я бы даже сказал, не только важнейшая, она еще и самая громкая, яркая такая. Сам парад состоялся в среду, и к нашему выпуску я уже исхожу из того, что все, кто хотел, сами кадры-то посмотрели, что там ехало, и, может быть, там первые комментарии, все понятно. Поэтому сейчас я постараюсь говорить о вещах, о которых другие не говорят или не обращают на это такого особого внимания. Но для меня они важные, которые вот из всей этой картины следуют парада. Первое. Обратимся к вопросам стратегии, которые вот в этом параде, в номенклатуре вооружений, которые прокатились по площади Тяньаньмэнь, очень хорошо видны. Совершенно очевидно, что поскольку у России с Китаем огромная граница сухопутная, и западные районы Китая выходят прямо в центр России, уж коль в страшном каком-нибудь сценарии там придет в голову кому-нибудь, придется воевать ядерным оружием с Россией, Китаю достаточно запускать ракеты средней дальности со своей территории, чтобы дотянуться до любых объектов военной инфраструктуры в России. Им не надо для этого строить ядерные подводные лодки со стратегическими ракетами на борту. А они что сделали? Они прокатили по площади, по своей, стратегические ракеты для подлодок. И показали, что вот они. Этого не делала вообще ни одна страна в мире никогда в жизни. Советский Союз там, в своих парадах морские ракеты, вообще морское оружие, это не катал. А китайцы прокатили, и не только эти ракеты, но и многие другие. Дальше. Целый набор ракет семейства YJ, там 15, 17, 19, 20, 21, они разные функции, и внешний вид даже немножечко отличается. Одна из них даже гиперзвуковая. Крылатые ракеты противокорабельные. Составили целый класс большой номенклатуры китайского оружия. Против кого? Значит, китайский флот на сегодня превосходит американский флот по вымпелам, ну, то есть по количеству кораблей. По ударным возможностям далеко ему еще до американского флота и вообще по потенциалу боевому. Но это все не за горами. И главное, что может США вот, для военного давления на Китай предъявить, это свой флот. Ну да, то есть все их эти авианосцы, которые по всему миру плавают. 7 авианосных ударных групп в Тихом океане. У Советского Союза и в дальнейшем у России выход на Тихий океан, там стоит Тихоокеанский флот, главная его база морских атомных лодок находится в Авачинской бухте. Ну и в Владивостоке тоже флот стоит. У него главная задача поддержание стратегической стабильности. Вот подводные лодки с ракетами, и вот подводные лодки, и вот корабли, которые их обеспечивают. Все, их нет. Там нет никаких больших населенных городов, районов заселенных и так далее. Все это пустыни, можно сказать. У китайцев 5 самых населенных провинций выходят, минимум 2/3 территории, да, выходят прямо в океан. Вот прямо в океан. И они... Там же находятся и военные базы в том числе. То есть у них главный противник. Флот США будет. И
уже по одному набору оружия на этом параде понятно, кто главный-то противник. И поэтому Трамп абсолютно прав, когда говорит, что пора завязывать, тратить деньги на Европу, на вооружение и вести, вот там, поддерживать Украину, в частности, и так далее. Потому что вот главный противник – Китай. Туда. И действительно, никто так быстро и с такой скоростью не развивал вооружение за последние 20 лет, как Китай. Они действительно все это увидели, американцы. И поэтому вот это желание перенести центр финансовых расходов на вооружение для Тихоокеанского региона с Европы, оно будет у американской элиты и дальше. Трамп уйдет, все равно эта тенденция. Ну да, это двухпартийная вообще история, потому что это и при Байдене были все. Да, американцы все поняли про Китай. Есть такой рынок коммерческий в мире, торговля обогащенным ураном для атомных электростанций, то есть атомным топливом. На примере Ирана, вот мы показали в своих выпусках, разорвать вот эту промышленность обогатительную на две части, строго провести вот забор между ними, вот это для атомных бомб, а это для атомных электростанций, нереально. Да. Это одна и та же, так сказать, вот. И вдруг в этом году неожиданно китайские компании вышли на этот рынок и предложили обогащенный уран для атомных электростанций впервые. То есть там всегда на первых ролях был Росатом, он торговал топливом для атомных электростанций, Вестингаус, там американские, европейские компании, в жизни там Китая не было. И вдруг китайцы появились на этом рынке и говорят, у нас атомное топливо, да, пожалуйста, забирайте, мы можем продать. Дальше мы будем наблюдать, сколько это будет стоить и в каких объемах они смогут это продавать. Но мы уже сейчас увидели по этому одному факту, как бурно у них развивается вот эта вот часть промышленности, которая создает делящиеся материалы, то есть вещество, да, из которого делают атомные бомбы. Накапливаются. То есть это не просто еще торгуют на мировом рынке, но это все и одновременно и наполняет боеголовки. И Китай строит 2 отдельных позиционных района у себя там в пустынных районах, отдаленном Синьцзян-Уйгурском автономном районе, для стратегических ракет в шахтах. Вот это все вместе, когда сложишь, понятно, что он показывает американцам вот свою силу уже стратегическую, как государство, претендующее на государство участника глобального ядерного баланса. И вот эти ракеты крылатые, которые он показывает, он показал прям с явным намеком, что ребята, ваши авианосцы, которые будут действовать в районе там, у наших ближних акваторий, там Филиппины, Индонезия, там, вообще Тихий океан, да, и союзники традиционные там находятся американцев, я имею в виду Южная Корея и Япония. Все, вот эти ракеты все перекроют. Даже без всяких аналитических статей, это понятно. И я не сомневаюсь, что у этих ракет есть боеголовки ядерного оснащения, то есть с атомными бомбами. Один удар, все, нет авианосной ударной группы. Дальше у китайцев, конечно, появились... Да, это все вот еще раз подтверждает, что в основе военной промышленности стоит гигантская гражданская промышленность. Вот этот айсберг настоящий, подводная часть его огромная, это гражданская промышленность. И сверху такой небольшой надстроечкой, это оружейно-промышленный комплекс. Весь флот Китая военный строится на самом мощном в мире комплексе производства кораблей, то есть судостроительной промышленности Китая, гражданской промышленности. Они вот так построили, такую сделали, такие дешевые цены у них и такие объемы, что для них этот флот построить проблем нет. Если смотреть, с какой скоростью развивается вот эта ядерные силы Китая, можно предположить, что очень скоро они догонят США и Россию
по количеству ядерных боеголовок. Ну, лет 10-15 осталось. Я думаю, это большая загадка вообще, как поступать. Потому что есть договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США. И он учитывает только эти 5000 боеголовок с каждой стороны, и вдруг Китай рядом. Значит, получается, что если из-за идеологических расхождений или каких-то споров экономических элита США будет настаивать на конфликте с Китаем, вот развитие там армии, флота в этом регионе, да, возгонка гонки вооружений, получится, что тот, кто дружит с Китаем, имеет преимущество. То есть между Россией и США договор, а на самом деле поровну всего, а на самом деле Россия плюс Китай еще. То есть Китай никогда в жизни не будет воевать за Россию. Это я сразу говорю. Им это 100 лет не нать, и это не их стратегический интерес. Их интерес продавать свои товары и услуги по всему миру и как можно шире и задавить, так сказать, конкурентов. Но если дойдет для противостояния, вот эта политическая связка России и Китая, поскольку это государство со стратегическими силами, будет противостоять американской. И это очень серьезные изменения ситуации. И я думаю, что американцы или должны выйти из этого договора и строить в 2 раза больше ядерные силы, чем Китай и Россия. Или они должны каким-то образом Китай сюда включить в эту схему. Вот. Но посмотрим, чем это закончится. Пока китайцы категорически отказываются от любых переговоров, которые могут их ограничить в развитии ядерного комплекса. Вот я думаю, это самое главное следствие. Ну, конечно, у этого парада было много чего интересного и другого, не только ядерной силы. Тут мы переходим ко второй части этой всей истории. Ну, во-первых, конечно, беспрецедентные действия. Их прошло 45 тысяч человек. Вот я писал, когда о параде на Красной площади 9 мая, войск собралось на 9 мая 16 тысяч. То есть приблизительно в 3 раза больше, чем на Красной площади китайцев прошло. А уж техники они провезли через площадь вообще неизмеримо больше. Они показали, все, что, там, сказать, товар лицом, как говорится, да. Но вот в первую очередь, конечно, они показали всему миру скорость, с которой они увеличили свое вооружение, прям за очень короткий период, и тенденцию к росту. Они начали производить все более новые вооружения. Они не просто одни и те же масштабируют, они постоянно обновляют свои линейки и подтягиваются к уровню самых развитых государств мира. Здесь еще, ко всему прочему, накладывается их национальный менталитет. Много оружия, да если не все вообще, да, создано в том числе с помощью метода обратного инжиниринга. По-русски говоря, просто копирование зарубежных образцов. Когда разбираются, я в истории Советского Союза знаю один такой случай. Это когда Сталин дал приказ быстро разобрать американские бомбардировщики, стратегические летающие крепости, которые во время войны пролетали через территорию Советского Союза, и некоторые здесь остались. И на их основе создать точно такой же. Это был метод обратного инжиниринга. Там даже дюймы в сантиметры переводили, все, были проблемы. Вот это очень быстро сделали. Это назывался самолет Ту-4. Вот, стратегический бомбардировщик. Просто Сталину не захотелось ждать, пока там конструкторы свои собственные там самолеты такие создадут. Быстро сделать и все. В дальнейшем советские конструкторы уже начали создавать собственные оригинальные самолеты, ни на что не похожие, там все понятно. Национальная школа конструирования создалась. А у китайцев нет. У них вот, знаешь, удивительное дело. Они с удовольствием берут чужое, копируют и потом снижают его стоимость. И у них получается дешевле. Ну, точно такое же. Ну, или почти такое же. Ну, похожее. Они готовы ухудшить качество
но лишь бы дешевле было и больше. Вот, сначала они делают все хуже и дешевле, а потом достигают уровня уже сопоставимого. Да, но у них никогда не бывает технологических прорывов. Они никогда не ломают стереотипы, развиваются в рамках тенденций. Вот. То, что сейчас на рынке делается. И в результате это, значит, идеальные копиисты какие-то. До сих пор они не сумели добиться вот полного копирования технологии по созданию авиационных двигателей. А у них проблемы с этим, серьезные проблемы. Но все остальное, что они могут, они делают. Значит, какая самая сильная черта, не черта, а вот сильное обстоятельство в развитии китайских вооруженных сил, которое им позволяет совершенно независимо себя чувствовать, и какая самая большая слабость российских вооруженных сил одновременно, это одно и то же. Это развитие собственной элементной базы, микроэлектроники. Значит, Коммунистическая партия Китая на одном из своих пленумов недавних приняла решение, что все, мы не можем зависеть от США, ни от кого надо собственное делать, и опираясь на собственную электронику и для космоса, и для ракет, вообще для всего, да, потому что электроника – это как бы основа будущего. Тут ничего не сказать. Они будут чувствовать себя абсолютно независимо ни от кого. И в этом вообще вот я вижу такой корень их уверенности в движении будущего. А России все наоборот. Россия может только заказывать за рубежом по своим чертежам какие-то процессоры. Это в лучшем случае. А чаще покупать уже готовые. Например, те же китайские. В таком положении находится почти весь мир. Ну да. Что, допустим, там Украина какие-то другие, что ли, производит? Нет, все равно то же самое. зависит от тайваньского TSMC, или как оно называется. Да. В Тайване производится 90% того, что Америка поглощает. Это точно известно. Поэтому, в принципе, вот главная задача китайской дипломатии, объединение с Тайванем, и так далее, она и напрягает американцев, всех остальных, что в Тайване находятся ключевые заводы, которые производят самое такое деликатное оборудование для их оружия. Все. Но не только оружия, для всего, для всей жизни. И это главная такая проблема, которая сталкивает американцев и китайцев. Из-за того, что китайцы решили отвечать американцам на их развитие их флота и его совершенствование в Тихоокеанской зоне ракетами средней дальности, крылатыми и баллистическими, и добились этого, американцы были вынуждены выйти из договора, как я уже говорил, по ограничению ракет средней дальности в Европе, потому что договор-то глобальный, он вообще запрещает. Они просто его в сторону отодвинули, потому что, они не могут не ответить китайцам. Я думаю, скорость изменений в китайской армии, в китайском промышленном комплексе такова, что, точно совершенно все тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они продолжатся. Вооружение, американские деньги будут уходить из Европы на Дальний Восток. Вот там все это будет происходить. Эта идея, взять чужую идею и сделать что-то похожее, но подешевле, может быть, похуже, она живет, это национальный менталитет, ты никуда не денешься. Едет китайский новый танк по площади Тяньаньмэнь, внутри в специальной капсуле сидят 3 члена экипажа, это чистая армада. Прям взяли, у всего оружия такого есть одна проблема во всем мире одинаковая. Никто не знает, как оно воюет до тех пор, пока его не пытают в настоящем бою. И я уже говорил, что целые виды вооружений просто не сошлись с исторической сцены во время специальной военной операции. Не показали себя. Все. Поэтому у меня детский вопрос. По площади Тяньаньмэнь едут машины, везут на себе, на тележках, беспилотники. Огромные современные реактивные беспилотники, не огромные, большие, настоящие, которые
сверхсовременные, они по технологии стелс, они невидимы, их никто не может разглядеть, да они такие вот бомбы сбрасывают с себя, там дальнобойные ракеты, все что угодно, но их везут на теле. Первый вопрос, а что это они по небу-то не летят? Ну, это вопрос безопасности на параде имеется в виду. У России беспилотник, про который мы рассказывали, С-60 «Охотник», используется прямо на СВО, принимает участие в боевых действиях. Китайцы, судя по всему, настолько еще не уверены в надежности своих этих беспилотников, что они их не рискуют даже запустить на всякий случай. Вот в чем дело. Я имел в виду безопасность парада. Массового мероприятия. Да, но они могли совершенно спокойно устроить массовое мероприятие с полетом где-нибудь там отдаленно, как там в Кубинке и так далее. На китайцах. Можно, воздушный парад называть. Называется воздушный парад. Ну, да, и туда едут люди, ну, например, в России это МАКС. Хрена. Значит, это еще все не отработано, все это еще сырое, и все еще неизвестно, как это будет воевать. Вот я думаю, это всегда надо помнить. Китайская армия огромная, 2 миллиона человек с лишним, из них 1 миллион приблизительно в сухопутных войсках. У них все виды вооружений есть, но никто не знает, как китайская армия себя поведет в бою. Потому что они не воевали со времен конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Там была совершенно другая армия. Она просто переродилась вся. Мне понравился рассказ моего близкого друга, вьетнамиста, какие они надписи там на заборе оставили. Ведь они, когда зашли в Северный Вьетнам, они с этого места потом все, что можно с собой унести было. Там машины, колеса, мебель, тогда все унесли. И написали: в следующий раз вернемся, траву съедим. Вот. Ну, напугать, чтобы вьетнамцев таким вот образом. Вот такая была армия сейчас. Это совершенно другое. Но умеют ли они вообще воевать? И как они будут воевать? Потому что Китай за всю свою историю, на самом деле, таких глобальных войн не вел. Он всегда сражался на своей территории или по границам, или близко, неподалеку. У китайцев не было каких-то дальних экспедиций, там, куда-нибудь еще. И он не сталкивался вот по-настоящему с мировыми державами в сражениях таких вот. Был колониальный период, когда он был настолько слаб, что он сражаться-то не мог. Что сейчас это за армия? Как они смогут воевать? Загадка, мне кажется, для самих китайцев в том числе. Поэтому все это у нас в тумане войны, так скажем, находится. Вот в этой зоне. Как и любые вообще войны между мировыми державами, потому что их не было. Да. Ну, по крайней мере, мы можем вспомнить, как воевали европейские державы друг с другом, да, 2 раза. Ну, вот да, с тех пор-то ничего не было. Америка тоже не воевала ни с какой мировой державой. Америка воевала много. Мы видели, как она воевала. Понятно. Где-то. Китай нигде не воевал. Вообще. Вот в этом проблема. Я думаю, это главная как бы загадка вот, определению боеспособности для российского генерального штаба в том числе, учитывая, что совместная граница несколько тысяч километров. Вот. Ну, вот, собственно говоря, наверное, это важнее, чем рассказ просто об отдельных вооружениях. Ну, понятно, что они по всем видам вооружений показали прогресс. И даже прокатили лазеры по этому самому, и приборы микроволнового излучения, которые должны дроном выжигать внутренности. Но мы увидели, каких размеров машины это, гигантские, огромные, которые везут на себе те же самые лазеры. Ну, я сразу вспомнил российский пересвет. Ну, да, это и израильский гроб на колесиках, да, так сказать, у всех одно и то же. На поле боя где-нибудь в серой зоне, на СВО, машина такая. Очень недолго проживет. Да, полдня не проживет, точно. Вот, поэтому все это как бы предъявление, что такие технологии у нас тоже есть. Вот. Ну, и, кстати говоря, державы, которые сбили спутник, это США, Советский Союз, Россия, Индия и Китай. 5 государств, которые умеют сбивать спутники. Вот. Китайцы прокатили сейчас последнюю, новейшую, так сказать, самое, Хунци, по-моему, Красное Знамя 29 называется, система, которая вот, типа вот
прям вот система ТААТ американская, или там С-500 российская. И в последнее время очень много говорят в связи с атаками Ирана на Израиль о противоракетной обороне, о том, что Трамп начал вот этот золотой дом свой, так сказать, пытается построить, да, и так далее. Вот китайцы тоже предъявили такое оружие, которое прям вот как С-500 российская или там система ТААТ. Так считается. На самом деле никто не знает. Подавляющее большинство китайского оружия это просто коробки, в которых что-то лежит. Никто не знает на самом деле, какие у них ТТХ, какие дальности, какие боеголовки и так далее. В общем, все засекречено. Ну вот примерно так обстоит дело. В общем, все для американцев тревожно. Все на этом. Спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, за оперативными комментариями, как обычно, к нам в телеграм-канал. Милости просим. Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти. Ну и на этом канале на YouTube ставьте лайки и подписывайтесь. Не забывайте подписываться. Нам это важно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.